Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Ах, любовь! Какое прекрасное чувство! И так как мы уже обе замужем, я думаю, что не стоит спрашивать, испытывали ли мы когда-то это чувство. Но у меня для тебя есть другой вопрос. Так как скоро будет День Святого Валентина, расскажи, ты отмечаешь его? Обычно я отмечаю этот праздник, и мне очень нравится. Я думаю, даже если бы я была одинока, я бы тоже отмечала этот праздник, потому что мне просто нравится эта атмосфера, когда везде эти красные сердечки, везде какая-то классная романтическая музыка. Это очень подходит мне по духу. Но в этом году 14 февраля — это суббота, и в субботу я работаю. И в этом году тоже на 14 февраля я буду работать, и никто из моих учеников не сказал: «Нет, ты знаешь, Наташа, это праздник, я буду со своей второй половинкой». Все готовы работать, поэтому я думаю, что не все отмечают этот праздник. Ты Или может отмечаешь? может быть, у них просто роман с русским языком? Возможно, но я бы предпочла, чтобы у них была любовь, не только роман. Будем надеяться, что так и есть. Так, ну, я, отмечаю только иногда, когда есть какой-то интересный ивент, какое-нибудь мероприятие, на которое можно сходить, с мужем. Например, в этот день Святого Валентина мы пойдем на ледовое шоу "Ромео и Джульетта". Класс! Вау! Очень Да, круто. вот. Но в целом я тоже хорошо отношусь к празднику. Праздник любви. Что в этом плохого? Согласна, но многие видят в этом празднике только маркетинг и говорят, что этот праздник для того, чтобы люди тратили деньги на букеты и шоколадки. Не обязательно тратить много. И не обязательно что-то покупать. Можно сделать подарок своими руками, например, вырезать валентинку. Валентинка — это такая открытка в форме сердца. Может быть, не всем это нравится, но мне бы точно понравился такой Да. подарок. Мне кажется, это очень мило. Или один цветочек вместо букета — это тоже лучше, чем ничего. Мгм. Точно, все зависит от вас. Так, ну, когда мы говорим о любви, одно из самых важных слов — это "влюбиться". И студенты часто забывают или путают, что мы говорим "влюбиться" в кого. Как ты думаешь, какая разница между "я влюблён" и "я люблю"? Я влюблён — это о какой-то страсти, о сильных эмоциях в начале отношений. И любовь — это уже такое более глубокое, более длительное состояние, я думаю. И как ты считаешь, возможно ли влюбиться с первого взгляда? М. Я думаю, что влюбиться с первого взгляда невозможно, потому что, по Мгм. моему мнению, для этого чувства нужно что-то более глубокое. Ну, узнать харизму человека, характер его, привычки, может быть. Но я уверена, что с первого взгляда может быть симпатия или влечение к человеку. Да, но я думаю, что возможно влюбиться с первого взгляда, но это будет не любовь, а влюбленность, которая может пропасть, исчезнуть, как только ты узнаешь человека ближе. И не зря в русском языке у нас есть слова влюбиться и полюбить. Да, влюбиться — это с эмоциями, быстро, просто как говорят по-английски, упасть в любовь. Ага. И полюбить — это начать любить кого-то. Может быть, скучная фраза,
да, но мне кажется, это более чистое чувство. Мгм. Перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Мы встречаемся один раз в неделю в удобное для вас время и говорим о выпусках подкаста, обсуждаем фильмы и просто говорим о жизни. Все детали в описании, присоединяйтесь. Ну, значит, есть любовь с первого взгляда, а еще есть первая любовь. Первая любовь — это когда мы влюбляемся в первый раз в жизни. Как правило, это происходит в школе или в университете, и поэтому первая любовь ассоциируется с такими яркими эмоциями, очень сильным впечатлением на человека. И я лично помню свою первую любовь и вспоминаю ее с такой теплотой, потому что, ну, это мое прошлое, это было в моей жизни. Это греет мою душу воспоминаниями. А ты что думаешь о первой любви? Мне очень смешно, когда я об этом думаю, когда я об этом вспоминаю, потому что в это время подростки, а как правило, первая любовь приходит, когда ты подросток, и подростки любят драматизировать, любят преувеличивать. И я не была исключением. И это было иногда мило, но тоже было немало кринжа. Классика. Хорошо. Да, совершенно нормальный опыт нормального человека, я Да, думаю. да, точно. Даже хорошо, что это было в жизни, есть что вспомнить. Мгм. Да, к сожалению, любовь не всегда бывает позитивным опытом в жизни человека. Иногда любовь бывает неразделенная. То есть один человек любит или влюблен, а другой человек не отвечает взаимностью, то есть не разделяет его чувства. Мне кажется, сейчас есть более популярное слово френдзона. Ну, Да. здесь чуть-чуть другая ситуация, потому что вы должны быть и друзьями, но все равно похоже. Вот, как ты думаешь, что мы можем посоветовать людям, которые сейчас страдают от неразделенной любви? Я считаю, что иногда можно и пострадать. Включить грустную музыку, листать фотографии и просто грустить. Но недолго, конечно, потому что ну, зачем страдать всю жизнь? Жизнь продолжается. Можно еще подумать о недостатках этого человека, о ком вы страдаете, потому что когда нам кто-то нравится, когда мы влюбляемся, мы обычно идеализируем этого человека, и мы не видим эти недостатки, возможно, стоит о них подумать, и тогда, может быть, вы поймете, что это даже хорошо, что у вас ничего не получилось, не сложилось. Слушай, отличный совет, мне нравится. У меня есть некоторый опыт. Жаль, что я не встретила тебя раньше. Ну, раз мы говорим о советах, Мгм. давай к Дню Святого Валентина подкинем нашим слушателям несколько красивых комплиментов или пикап-фразочек, чтобы они порадовали свою вторую половинку. Я, конечно же, погуглила, Мгм. и вот что мне запало в душу, вот что мне понравилось. Ты, наверное, волшебник, потому что каждый раз, когда я на тебя смотрю, вокруг мир исчезает. Ну, А красиво, нет? ты бы сказала эту фразу мужчине, Своему мужчине, да, а как, незнакомому? комплимент. Как первое, я вообще не могу представить ситуацию, чтобы я первая подхожу к мужчине, поэтому сложно, сложно. Хорошо, но своему мужчине ты бы сказал. Окей, отлично. М. Да, ну, когда мы говорим, что мир вокруг исчезает, здесь же можно вспомнить красивую фразу "тонуть в глазах". Обычно мы тонем где? В реке, в озере. Мгм, А мгм. тут ты тонешь в глазах. То есть глаза такие красивые, что они закрывают весь остальной мир для человека. Ну, красиво. Мне очень нравится эта фраза про Мгм. глаза.
Да, Да, потому что, как мы говорим, глаза — зеркало души, да. да, и тонуть в глазах, когда ты растворяешься в человеке, это звучит очень круто и очень Мгм. романтично. Да. Согласна. Да, да. И про глаза, продолжая тему, можно сказать: "У тебя есть карта? Я все время теряюсь в твоих глазах". Опять, Круто! как пикап-фраза, может быть, не лучший вариант, потому что вообще пикап-фразы, они не работают. Да, но я почему-то думала, что для этого выпуска нужно подготовить именно такие фразы. Которые работают? Нет, именно пикап-фразы для знакомства. Не М, фразы как комплименты уже в отношениях, а именно первая встреча, первое взаимодействие с мгм. человеком. А, И я погуглила эти мгм. фразы, и у меня есть чувство, что эти фразы писали, придумывали люди, которые у которых никогда не было даже зрительного контакта с противоположным полом. Потому что, ну, это такая кринжатина, если честно. Вот, например, девушка, вы очень красивы, а красивых девушек надо размножать. А. А. Как бы ты отреагировала на такую фразочку? Это очень пугающая фраза. Мне кажется, я Да, бы сразу убежала. да, да, тоже нет смысла ничего отвечать, просто думаешь, боже мой, какой-то маньяк. И я Ага. побежала. Окей. Следующая фраза. Извини, я забыл мой номер телефона. Ты свой не одолжишь? Вот поэтому я говорю, что пикап-фразы не работают. Ну, если вы хотите познакомиться с девушкой, будьте адекватным, подойдите, скажите, кто вы, прямо скажите, что вы хотите, и уже смотрите, какой будет результат. Потому что ни одна из этих красивых фраз, не настроит девушку, которая не ожидала никакого знакомства, положительно по отношению к вам. Согласна. Можно начать с комплимента, но какого-то не агрессивного комплимента. Да, то Да. есть не говорить, что вы так красивы, что вас надо размножать или что-то еще. Но да, мне кажется, твой вариант это самый идеальный вариант. Вы подходите и говорите, что вы мне понравились, я бы хотел с вами познакомиться, и дальше получаете ответ, да или нет. И Мгм. все. М. И девушке сразу понятно, что вы от нее хотите, и дальше она уже сама принимает решение, хочет она сегодня знакомиться или не хочет она сегодня Мгм. знакомиться. Ага. И все. По-моему, достаточно просто это работает. Может быть, Да. только для меня. Окей, есть еще фразочки у тебя? Есть еще одна, которая Мгм. мне понравилась как лингвисту, потому что в ней есть игра слов. Читаю. Если бы на дворе был 14 век, я бы очумела от тебя. Игра слов в том, что чума — это болезнь серьезная, которая была распространена в Средневековье. А в русском есть глагол "очуметь от чего-то или кого-то", Мгм. то есть быть в Мгм. восторге, быть, ну, очень понравилось тебе. Вот. Я Да, кринж. звучит круто. Нет, на самом деле мне нравится, как это звучит, но мне кажется, не все поймут, если честно. Может быть, я настолько уже не верю в людей, в их способность что-то понимать, но Ну, как да, мне тоже вариант. нравится. Я с М. тобой согласна, мне бы понравилось, если я Хорошо, такое да. слышу. Ну, в общем, если вы нашли свою вторую половинку, нашли свою любовь, то будьте, пожалуйста, осторожнее, берегите ее, потому что если вы ее потеряете, то вам понадобится следующая фраза в вашей жизни. Это разлюбить. К сожалению, разлюбить — это значит больше не любить. То есть это антоним к полюбить. И мне лично кажется, что если твой партнер тебя разлюбил, это даже больше ранит, чем если он тебе изменил. Потому что, ну, измена — это тоже ужасно, но разлюбил — это когда ты продолжаешь любить человека, а он уже никаких чувств не испытывает.
И мне кажется, это очень больно. Конечно, больно. Вообще все измены, также когда кто-то кого-то разлюбил, расставание, все эти негативные части отношений для нормальных людей это очень болезненный опыт. Да, конечно, есть тоже психопаты, для которых это нормально, которые меняют вторую половинку как перчатки. Да, но все-таки для большинства людей это очень неприятные чувства. И если вы разлюбили друг друга, или один партнер разлюбил другого партнера, что, конечно, ужасно, но это происходит, тогда происходит расставание. Расставание — это процесс, точнее, нет, это результат. Ладно, это процесс, в результате которого вы больше не вместе. Да, то есть мы расстались, значит, мы больше не вместе. Мы больше не пара. Ну что, когда ты расставалась с бывшим, ты долго переживала? Не спрашивай. Я была такой дурой, что однажды я страдала 3 года. 3 года? 3 года, понимаешь? Нет, не понимаю. Вот, поэтому меня можно не спрашивать. Ну, я думаю... Нет, 3 года — это, конечно, слишком много, но я думаю, что когда человек страдает 2 дня, это тоже странно. Ну да. Да, а была ли любовь? А что Да. это было тогда, если ты Да. страдаешь только 2 дня? Не знаю. Да, согласна. Какой печальный конец У выпуска нас о всегда любви. печальный конец. А потом мы жалуемся на русскую литературу. Но Да, у них да. не было выбора, ребята. Так работает наш мозг. Кстати, нужно поговорить о русской литературе в одном из Точно. следующих выпусков. Да. Окей, так, мы начали с Дня Святого Валентина, и я Да. думаю, будет логично задать вопрос об этом дне. Вопрос недели. А вы отмечаете День Святого Валентина? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.